Компания BMW представила новое поколение кроссовера X1. Новинка стала больше предшественника и получила абсолютно новый дизайн, сохранив при этом классический стиль марки. Машину можно будет приобрести как с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и в виде электрического кроссовера AX1. Одной из главных особенностей батарейной новинки станет возможность бесплатной зарядки батареи, которую получат все европейские покупатели электрокара. Кроссовер BMW X1 нового третьего поколения получил код U11. В его основе, как и прежде, лежит платформа UKL с поперечным расположением двигателя, основным передним приводом, стойками Макферсон спереди и независимой задней подвеской на 3 рычагах. Но колесная база растянута на 22 мм до 2692 мм, а колея расширена на 31 мм. BMW X1 стал на 53 мм длиннее, 4500 мм, и на 24 мм шире, 1845 мм. То есть по размерам X1 уже почти догнал BMW X3 первого поколения. Габаритная высота тоже увеличена на 44 мм до 1642 мм. При этом почти половина этой прибавки пришлась на дорожный просвет. Он вырос с 183 до 205 мм. А с опциональной М-подвеской, в которую входят адаптивные амортизаторы, клиренс уменьшается на 15 мм. Также кроссовер стал на 65 кг тяжелее предшественника. Снаряженная масса базовой версии составляет 1500 кг, а объем стандартного топливного бака уменьшен с 51 до 45 литров. По словам представителей компании, увеличение размеров модели позволило достигнуть идеального баланса между спортивным характером и комфортом. Внешность кроссовера не являлась секретом и была раскрыта до премьеры в конце мая. Кстати, об этом я писал в своем телеграм-канале, где каждый день публикуются новости. Всем, кто не подписан, советую подписаться. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. Новый кроссовер получил утопленные ручки дверей, клыки на бамперах, фирменную радиаторную решетку, которая приобрела более квадратную форму и при этом не стала такой массивной, как ноздри старших моделей. При этом двухуровневая оптика, как у обновленного BMW X7, X1 не досталась. Стандартные фары светодиодные. За доплату предложены адаптивные матричные прожекторы. Сзади появились новые трехмерные L-образные фонари. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшен с 0,28 до 0,26. Также подготовлены 2 стайлинг-пакета. Внедорожный X-Line с черным обвесом и агрессивный M-Sport с другими бамперами и накладками. Базовые колеса, как и прежде, 17-дюймовые. Но теперь доступны и 20-дюймовые. Прежде было максимум 19 дюймов. Главная обновка в салоне – это единый изогнутый дисплей интерфейса iDrive с операционной системой 8-го поколения, сочетающий в себе приборку на 10,25 дюйма и экран мультимедийной системы на 10,7 дюйма. Вдобавок есть проекционный экран. Стандартное оснащение стало богаче. В него входит спортивный кожаный руль, навигация, система предупреждения фронтальных столкновений и парковочный ассистент. В списке опций есть атмосферная подсветка, панорамная крыша и акустика Harman Kardon. Также BMW X1 обзавелся новыми сиденьями с большим количеством регулировок. За доплату можно получить спортивное кресло, а для топливных моделей сдвигающийся на 13 см в продольном направлении задний диван. Есть и салонная камера, которая следит за состоянием водителя, но также она позволяет делать фото и отправлять его на смартфон. Все управление климат-контролем сосредоточено на экране, физических кнопок почти нет. Миниатюрный селектор трансмиссии, кнопки аварийки и стояночного тормоза теперь расположены на центральном подлокотнике с консольным креплением. Вместо привычной центральной консоли находится огромная ниша для гаджетов. Еще можно отметить центральную подушку безопасности, которая надувается между передними сиденьями, чтобы предотвратить соударение водителя и пассажира. Для нового X1 предложили 2 бензиновых и 2 дизельных агрегата. Из них 2 имеют только передний привод. Это S-Drive 18i с бензиновой турбо-тройкой объемом 1,5 литра на 136 лошадиных сил и 230 ньютон-метров и S-Drive 18D с 4-цилиндровым турбодизелем объемом 2 литра на 150 лошадиных сил и 360 ньютон-метров. Полноприводные модификации имеют 2-литровые двигатели и 48-вольтовые стартер-генераторы, которые выдают 19 лошадиных сил и 55 ньютон-метров в первые секунды разгона. Бензиновая версия X-Drive 23i – это 204 лошадиные силы или 218 лошадиных сил с учетом стартер-генератора и 320 ньютон-метров. А дизельное исполнение X-Drive 23D имеет 197 лошадиных сил или 211 лошадиных сил с электродовеском. Крутящий момент составляет 400 ньютон-метров.
У нового BMW X1 коробка передач одна для всех версий. Это 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Также в линейке присутствует два плагин-гибрида. Это X-Drive 25i на 245 лошадиных сил и 477 Нм и X-Drive 30i 326 лошадиных сил и 477 Нм. Оба оснащены 1,5-литровой бензиновой турбо-тройкой в вариантах форсировки на 136 и 150 лошадиных сил. Отдача электромоторов составляет 109 и 177 лошадиных сил соответственно. Разгон до сотни занимает 6,8 секунды и 5,7 секунды. Максимальная скорость соответственно 190 и 205 км в час. Запас хода в электрическом режиме в обоих случаях варьируется от 78 до 89 км. Что касается электрического BMW iX1, то внешне он отличается от собратьев с ДВС только цветными оттенками синего цвета, а также иными колесными дисками. Кроме того, инженерам пришлось дополнительно защитить аккумулятор, поэтому его соединили с элементами силовой конструкции. Пока представлена только одна версия X-Drive 30 с двухмоторным полным приводом. Максимальные 313 лошадиных сил и 494 Нм доступны лишь в течение короткого времени. Номинальная мощность системы составляет 272 лошадиные силы. Электрический X1 набирает сотню за 5,7 секунды. Он может разгоняться до 180 км в час и проехать на одном заряде 413-438 км по циклу WLTP. Емкость расположенной под полом тяговой батареи составляет 64,7 кВт-часа. Зарядное устройство переменного тока имеет мощность 22 кВт. Постоянного тока 130 кВт. Производство обеих новинок запустят на заводе компании в Регенсбурге. Старт продаж обновленного X1 намечен на октябрь нынешнего года. Электрокар обойдется в 55 тысяч евро. Гибриды будут стоить от 47 550 евро. Появится ли новый X1 в России, пока неизвестно. Из-за тяжелой геополитической ситуации и логистических проблем в начале марта 2022 года компания BMW, как и ряд других зарубежных автопроизводителей, остановила поставки своих автомобилей на наш рынок. Понравился ли вам дизайн нового BMW X1? И как вы считаете, доберется ли новинка до России? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, Яндекс.Дзен и группа ВКонтакте. В описании закрепленном комментарии я оставляю ссылку. Переходите, подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии и не пропускать новые видео.